Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на октябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами предстоящие события и сделаем акцент на том, что вам необходимо запланировать. Поэтому приступаем. Общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая энергия месяца. У вас здесь ложится 8 мечей. Ситуация, когда нужно все, знаете, обдумать, взвесить, ограничить себя в каких-то преждевременных решениях, то есть выждать момент. Вообще 8 мечей — это также карта аскезы, карта отказа от чего-либо во благо себе. Ну, например, вы отказываетесь от сладкого или от алкоголя, табака. Может быть, пытаетесь проработать какие-то психологические блоки и отказаться от эмоциональной зависимости и общения с конкретными людьми. Для кого-то аскеза — это может быть, в принципе, как какая-то дань, подаяние. То есть, во-первых, заниматься вопросами благотворительности во имя свершения или, знаете, если вы что-то просите у высших сил. Поэтому 8 мечей — это себя в чем-то ограничивать осознанно или сознательно. Конечно же, это карта, которая может показывать, что вы можете быть как-то изолированы. Ну, допустим, вы уехали на острова, у вас там работа, ни с кем не коммуницируете, работа. Или, знаете, осознанная изоляция. Ну, не хочется ни с кем видеться, общаться, коммуницировать. Хочется как-то замкнуться в своем мире и провести время с удовольствием и, знаете, как по максимуму посвятив его себе. Но в чем конкретно будет эта изоляция, давайте посмотрим. 8 мечей, и здесь падает аркан смерть. Сейчас даже дотяну. 9 жезлов. Так. Здесь по этим картам, не знаю, как оно будет по факту, время покажет, но велика вероятность, опять же, каких-либо карантинных ограничений. То есть в прямом смысле слова, чтобы избежать смерти или каких-то летальных последствий, потому что, опять же, 9 жезлов. Хотя, знаете, здесь как бы не так страшен черт, как его малюют, но тем не менее это могут быть навязаны какие-то вещи извне, которые, допустим, нам придется соблюдать. Ну, возможно, я ошибаюсь, время покажет, но по картам это какие-то ограничения, с которыми вы, конечно же, не согласны мириться. Хочется плюнуть на все, поставить во всем жирную точку, но это будет необходимо. Так, смотрим вопросы работы. Здесь падает аркан маг. По аркану маг — это стать экспертом, мастером какой-либо ниши, то есть быть лучшим из лучших в своей стезе. Конечно же, это будет благоприятно сказываться и на вопросах продвижения по карьерной лестнице, и на вопросах заработка. Помимо всего прочего, маг — это еще получить какой-то сертификат, может быть, лицензию, или вы защитили диплом, или вы писали там научную работу. То есть завершение этих процессов и получение результатов. Смотрим, что же здесь будет по факту. Так, если смотреть и анализировать этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Маг и 10 чаш — это строить какое-то семейное дело, семейный бизнес, который вам в радость, которым вы занимаетесь, когда у вас есть время, силы и желания. То есть это легко, ненавязчиво, но и в то же время то, что вам дает стабильность. Поэтому карты здесь прекрасные. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то маг и отшельник — это, знаете, как мониторить, подсматривать, изучать процесс. Опять же, здесь быть в поиске. Почему? Потому что как найти применение своим навыкам, своим талантам. А кто-то захочет работать на самих себя. То есть придет понимание, почему бы мне не стать каким-то там независимым мастером, экспертом и не уйти в эту нишу. И если же смотреть ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником, маг и жрец. Во-первых, здесь по этим арканам это вопросы обучения, то есть как повышение вашего уровня квалификации, так и вы можете передавать опыт, и вас могут повысить. Ну, допустим, вы были рядовым работником, стали инструктором по обучению. Или же, в принципе, начальником, который всем раздает ЦУ, рассказывает, показывает, чем нужно заниматься. То есть для вас это перспективы карьерного роста и, конечно же, увеличение дохода.
Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, то маг и четверка жезлов – это вопросы стабильности, вопросы процветания, вопросы расширения. Почему? Потому что одну колоду здесь ложится колесница, то есть перспективы роста. У вас здесь все прекрасно, и вам здесь нет равных. Если анализировать ситуацию по финансам, здесь ложится колесо фортуны. Вот скажите, чего еще можно желать? Маг и колесо фортуны. Насколько у вас будут значимы сферы работы и финансов. И здесь удача вам улыбается, потому что это как увеличение дохода. Это неожиданный приток денег. Это, допустим, первые плоды вашего бизнеса, вашего дела, которые вас радуют, воодушевляют. И опять же, это могут быть еще внезапные подарки, то есть просто суммы денег, которые вам кто-то может подарить в знак благодарности или просто за красивые глаза, у каждого по-разному. Но для вас это действительно очень благодатное время. Если смотреть вопросы здоровья, здесь падает аркан сила. Сила – это укрепление иммунитета. Да, если мы смотрим здесь, по факту, это действительно может быть вопросы аскезы, трансформации и отказа от неправильного питания, неправильных привычек, или у вас насильно будут введены какие-то ограничения. Ну, допустим, вот вдруг у вас преддиабет или еще какие-то там сложные диагнозы, которые требуют незамедлительной диеты, которая предписана непосредственно вам по тому либо иному профилю. И хотите вы того или не хотите, но ваше состояние здоровья вас заставит ее соблюдать. Но месяц для вас крайне значим. Посмотрите, вот которая сфера за сферой и одни старшие арканы. И такого еще не было в рамках этого месяца ни у одного знака зодиака. Смотрим вопросы личной жизни. Тройка мечей. А вот здесь, конечно же, ситуация не очень хорошая. Давайте смотреть и анализировать в целом. Итак, для тех, кто у нас свободен, что же здесь? По аркану дьявол. Это вопросы искушения. То есть ситуация, когда вас целенаправленно будут с вами знакомиться в формате отношений купи-продай. То есть попытки купить ваше времяпрепровождение. Да? И второй аспект – это вас осознанно будут звать какие-то адюльтеры. То есть человек будет, не будет скрывать, что там он женат, или там она замужем, или просто состоит в отношениях. Но тем не менее здесь не постесняются вам предлагать такой формат общения. Вы, конечно же, на это ответите отказом. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, падает карта звезда. Это ситуация, когда вам надоест доказывать, что вы лучше, что вы круче, что вы по аркану звезда даете исполнение мечты, надежды. У вас произойдет разочарование в партнере, как, знаете, падают шоры с глаз. Это разбиваются какие-то иллюзии, это разбиваются розовые очки, и вы видите партнера или партнершу таковым, какими они являются на самом деле. И вот эта ситуация вам может разбить сердце, потому что вы человека идеализировали, а он по факту таковым не является. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, тройка мечей и девятка монет. Здесь ситуация самодостаточного одиночества, которая может вам разбивать сердце. По какой причине? Ну, например, партнер или партнерша в командировке на работе или работа вахтовым методом. Опять дотягиваю вот здесь карта одной колоды. Рыцарь монет. Видите, ситуация застоя, ожидания. То есть когда же дернуть за петлю, поймать в ловушку. Так вот и здесь, это знаете, как посвятить время себе, может быть, детям, но нет взаимодействия с партнером или партнершей по ряду причин. Там, не знаю, человек болеет, работает, уехал. Вот это, конечно, вас здесь будет каким-то образом дестабилизировать. Но все в жизни проходящее, поэтому эта ситуация тоже пройдет. Смотрим с вами рекомендации от карт. Здесь ложится пятерка жезлов. Карта борьбы. Добиваться своего, идти на пролом, то есть любыми путями, по головам, по трупам. В частности, как мы видим, это вопросы состояния здоровья и стремление строить карьеру и получить максимальный заработок. Получится ли у вас это? Получится, потому что упорство вам не занимать, сил, сноровки тоже, поэтому действуйте, Вселенная вам благоволит. Посмотрим еще с вами неожиданность периода, что здесь по факту. Мужчина, Луна,
Солнце и дно колоды Лиса. Ну, это как кого-то вывести на чистую воду. Это в первую очередь, в большей степени это касается личных отношений или любовных треугольников. Потому что ситуация обмана от мужчины, на которую вы пролили свет. Опять же, может быть обман, неискренность или нечестность со стороны родственника, на которую вы пролили свет. Ну, будет ли какая-то для вас здесь кризисная ситуация? Коса, женщина, башня. Это может быть как ситуация конфликта, накала страстей или нашла коса на камень. И как следствие вы отдалитесь от человека, потому что королева, женщина и башня – это как держать дистанцию, отдалиться. Ну, то есть не общаться или с кем-то прекратить общение. То есть, да, действительно ситуация может быть таковой. Но мы в любом случае для вас все закроем позитивными картами, чтобы этот месяц был максимально продуктивным. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас по факту отыграется эта информация, какие перемены в вашей жизни произойдут. Буду вам признательна за энергообмен, за ваши лайки, донаты, подписки. Если вы еще до сих пор не подписаны на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.